Клюет. Опа, опа, есть. Есть. Ну что, рыбалка удалась. Поклевки есть. Все, больше ничего не надо. Да, уже первый клюнул. Быстренько. Что, минут 5 и поедем обратно? Ну, так неинтересно. Ну что, ребят, всем привет. Я выехал на фидер поздней осенью потаскать карпика. Вот такой карпик на мотыль плюс опарыш клюнул. Итак, сегодня рыбалка. Карп на фидер. С почином. Вначале едешь на карпа, чтобы его поймать, а когда он быстро клюет, у тебя вопрос, зачем так быстро? Ты же рассчитывал все-таки на долгую рыбалку. Ну вот, у меня вот так получилось. Поставлю одну на ближнюю дистанцию, а вторую на дальнюю. О, кстати, червя тоже съела. Поэкспериментировать хотел, поставить на червя. На это что пойдет. Пока ходил, камеру ставил, уже клюнул. Буду экспериментировать. Ну, ближе к мели, конечно, держится карп. Но на ту сторону буду кидать. И одну с этой стороны удочку ставить. Сейчас ставил поводки поставил. Вот. 16-й крючок. В общем, он его проглотил прям сильно. Прям туда сразу. Поэтому я сейчас, наверное, побольше крючочка сейчас выберу. Потому что слишком маленький. Такой крючочек. Быстро заглатывает и жрет. Вот. Взял 6-й крючок ближе к карпу. Карповой серии. Как раз самое оно и то. Хотя навряд ли я вот закину. Стоит. Мне кажется, я с своего берега больше наловлю, чем вот закидывать далеко. Так, попробую дальше ловить на мотылька плюс опарыша. Я прям перед собой прикормил. У меня точка где-то в 5 метрах. Даже меньше. Вот. Да, вот точка прямо вот здесь. У меня есть коряжечка. И я рядом с ней, считай, на мели ловлю. Опа! Ну что, пушки заряжены, как говорится. Давайте ловить. Смотрите, как удильщик гнется, ребят. Классно. Это все-таки пикер, это то еще удовольствие. Как удочка, наверное. Ближе к удочке. Мотыль работает.
мотылек. О. Есть. О, здесь тоже поймал. Мы вдвоем приехали. Оп. 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 Сейчас, наверное, вода градусов, наверное, уже 6, наверное, или 4 даже. Вот такой. Все равно приятно на пикер потаскать. Смотрите, у меня получается вот 10 грамм кормушечка, поводочек небольшой, там с метров 25-30, и вот крючочек. И я насажу на него мотылька. Вот на этот крючок. Холодает. Рыбка переходит на животный корм. Вообще, перед льдом вообще сазан кидается на блесну, малька жрет крупный. Поэтому ничего удивительного. И закрою это все опариком. Вот, видели? Вот рядом с камышами, прям рядом. Ой, не камыши, а рядом с коряшкой. Оп. Все. Так, еще один. О, ты уже убежал в кусты. Не надо, не надо. О! Это что такое, караси, что ли? Нет, это сазанчик. Что такие бывают? Вот это да. Ребят, смотрите, какой сазанчик. Даже меньше ладошки. Ну, грамм 100. Я даже не знал, что такие бывают. Никогда не ловил, то есть. Такие. Реально, смотрите, с ладошку. Зеркаша с ладошку. А уже красивый. Давай, друг. Так. Клюнул прямо вот под самым кустом. Здесь прям берега. Сразу свал идет хороший. И вот кустики, видать, укрытие. Вот здесь и поклевывает. Как раз все поклевки отсюда. Вторым удильщик пытаюсь дальше, ближе кидать. Не особо. Вот. И на мотылька. С опарышем. Неплохо берет. Там 4-5 мотыльков и опарыш сверху. Сейчас донасаживаю, просто обновлю. Пусть будет пучок побольше. Карп любит это дело. Так, ну а по прикормке у меня обычно прикормка. Мне кажется, здесь сильно не важно, какого производителя. Она у меня желтая. Здесь есть и мед, и рыбная. То есть наполовину с медом, наполовину с рыбным связано. И я здесь чуть-чуть сюда опарыша с мотылем. Вот, видите, накидал. Карп не боится желтых пятен, это не лещ. Наоборот, она, мне кажется, даже привлекает желтая. О, вторая поклевка. Есть. Ребят, вторая есть. Эту еще не закинул. Получается, этот чуть подальше стоит удилище с кукурузкой и червем. Хорошо борется. Я ловлю на пикеры сегодня. Я специально ждал весь сезон, когда придет сезон ловли в холодной воде, именно на пикер поехать оторваться. Обалденное удилище. Оп, оп. Это прям сопротивляется. А, еще перехлестнулся сверху.
Так. Здесь у меня гондоны какие-то плавают. Вот такая, как говорится, если баня есть на берегу, гондон приплывет. Так, захлестнулся четко в нижнюю губу. Классно. Вот такой 700-800 грамм. Классный. Это уже червь с кукурузинкой, то есть покрупнее клюет, когда вот червь с кукурузинкой. Чешуйчатый. Ну, буду все складывать, потом покажу в конце рыбалки весь улов. Так, ну что, все перенасаживать. Тогда сразу два перенасажу. Вот смотрите, червячок стоял. Вот. И сверху кукурузинка. Получается, покрупнее взялся. Но мне здесь и покрупнее крючочек. Так. Ну, значит, повторим. Червячочка и бандюлечка. Я из середины выдавливаю. Здесь бендель. Есть серединка какая-то такая твердая вещь. В общем, я пытаюсь вытащить ее, выдавить. Вот на такую аккуратную насадку клюнул как раз сейчас карпик. Приятно. Получается, прогревать солнышко начало часть. Здесь долго тень была, и начались поклевки подходить. Кормушка 25 грамм и 15 у меня. Все деликатное. Так, вторая. Ну, я стараюсь одну ставить поближе, прямо здесь под коряшку, а вторую чуть подальше, там метра на 3. И там, я думаю, будет клевать. Все, фидеры заряжены, ждем поклевки. Так, я все-таки хочу немного подкормить. Здесь вот леплю из того, что прикармливаюсь. Маленьких, главное, их не перекормить. Все, прикормили. Ждем. Есть. Есть. Ну что, рыбка сменила дистанцию, чуть-чуть подальше отошла. Ближе к руслу ходит. Давай, давай, родной. Хорошенький уже размер подошел. Ну что, ребят, вот пошла рыбалка, как говорится, прогрелось солнышко и начало поклевывать. Мне нравится. Здесь рядом ворчит, что не клюет ничего. Смотрите, карпеныш где-то 500 грамм. Ну, нафиг я ловлю все-таки на такую деликатную снасть с таким кормушечкой, крючочком. Прям чувствуется в руку хорошо. Ну, я продолжаю складывать. Покажу, что по итогу наловлю. А наловить, я думаю, наловлю хорошо. Ну что, клюет червяк с кукурузинкой. Надо его ставить. Че мудрить? Так. И я вот тут так.
Клюет. Опа, опа, есть. Есть. О, классно. Стреляется. Ну что, рыбалка удалась. Поклевки есть. Все, больше ничего не надо. Опа. Бог с ним, пускай будет мелкий, зато клюет. Червь с кукурузкой работает. Ребята, вот такой карпик. Классный. Клюнуло. Пока ходил за батарейкой, уже здесь. Опа. Классно клюет. Оп. Небольшой, конечно. Ну, в общем, копилка пойдет. Едем мы не за рыбой, едем за эмоциями. И опарыш клюнул, только поменьше. На опарыш идет. Вот, смотрите, видите, какой? Так, ну что, перенасаживать. Все надо. Солнышко вышло, разогрело, я уже растягаюсь. Какими-то такими волнами ловится, то ничего нету, а потом раз, подойдет, все клюнет. Получается, все перенасаживаешь. Мне что-то надоело, я уже рыбку поймал, и я не хочу больше ловить мелочь. Я попробую сейчас на одинокую кукурузинку поставить. Пусть будет она одна, маленькая, но кукурузинка. Может, покрупнее начнет клевать. Ловлю я все в клипсу, ребят. Разные дистанции ищу. Когда нашел дистанцию, где откуда поклевка пошла, ставлю клипсу. И второе удилище. Честно говоря, я вот ждал просто, когда придет время именно ловли карпа на фидер. И специально пикера взял. Вообще, это, хотел именно половить сейчас, именно в это время года, чтобы ощутить вот всю, как говорится, мощность поклевки карпа таким деликатным удилищем. И я прям реально, я без преувеличения говорю, что мне очень нравится на пикер ловить. Вот на маленьком пруду. Это просто песня. Когда его вываживаешь, такого полкилограмма, а все это в руку отдается, мне кажется, это лучшее ощущение. Тесть у меня разловился, сидел, говорил: о, мне ничего не клюет. Заклевал, все нормально. Теперь у него клюет, как говорится. Что, в ожидании поклевки. Так, у меня небольшой перерыв. Я, наверное, воспользуюсь и попью чайку. Чай самое наше все. То, что нужно. Так, я всегда наливаю сразу 2 стакана, потому что один быстро остывает, второй побольше. Начинается вот эта пора, как раз похолодание. И становится термос незаменимой вещью на рыбалке. Тем более сейчас зима. Фидер, потом пойдут жерлицы. Так что все будет на канале, ребят. Ну а вы можете пиво пить и смотреть видео. Всем приятного аппетита!
Ребят, на моем канале давно не было видео. Дело в том, что я почти 2,5 недели провалялся. То есть у меня вначале супруга заболела коронавирусом, потом я. Вот, и как только вот оклемался и получил тест, что у меня нет короны, сразу поехал на рыбалочку снять видео для вас. Всем моим подписчикам, всем моим, тех, кто смотрит это видео, хочу пожелать, ребят, здоровья, чтобы вас эта беда обошла стороной. Все-таки это болезнь, но неприятная болезнь. Поэтому всем здоровья, ребят. Опа! Смотрите, ребят, клюет. А, не, сошел. Но все равно прикольно. Отошла рыбка в ту сторону. На руслица. Ну ничего, следующая моя. Ух ты! Ух ты! Че, тоже сошла? Сошла. Такое бывает, да? Ух ты, зараза. Прям это раскручивал фрикцион. Опа. Ладно, одну закинули. Здесь проходил, говорит, легкие у тебя чувствительные. И я такие подбирал. И поклевку видно. И очень легко работать с ними. И летят они, я думаю, до 50 метров точно, если не больше. В общем, одно удовольствие. Ловить именно по осени пикерами. О, оп, yes, yes. Видели? Я только настраивал, положил, и поклевочка прям такая раз, чух, поехала. Под нос наверное, попал. Ну или по бровке вот он ходит. Снасть наибалденнейшая, как говорится. Опа. Не надо в коряшку. Так, давай сюда. Маленький, грамм 300. Так. Червь опарыш работает. Я ой, что, вторая тоже подошел. Ну, вот волнами он подходит. Раз, раз, раз. Прям как стайки. Такое ощущение, что ходит вдоль бровки. Вот такой. Смотрите. Классный. Карпушка. Оп. Ну, насажу то же самое, что мудрить. На БТЛ плюс кукурузку тоже клюет. То есть я перестал ставить опарыш по одной простой причине, что хочу отбиться и более такого покрупнее половить. И сейчас ставлю на одного вот червь плюс опарыш, на другого ставлю мотыля. Но мотыль особо выигрыша никакого не приносит мне. Ну да, клюет. Ну, также клюет вот червь. Сами видите, сейчас стал вообще лучше на червя клевать. Меня удивило, что это заклипсованное, и я постоянно попадаю как раз в бровку. И отлично. Идут поклевки. Вот так. А сейчас еще солнышко припекло, расстегнулся, жарко становится. Реально жарко. Такие теплые деньки еще остались, пока снег не пошел, холодный ветер не задул северный. Так что можно кайфовать. Опа! Гля-гля-гля, в траве уже, да? В траве. Ах ты, зараза, какой ты быстрый-то, а? Все, вытащил.
В общем, 5 секунд и старт в корягах называется. Ну, прям быстро ушел в коряги. Даже ничего не успел. Ну, вытащил. Опа. Есть. Взял. Зеркашка. Они подвижные, быстро убегают. Да еще такой красивый. С рисунком с таким. Опарыш. О, нет. Это у меня был мотыль плюс бандюэлька. Смотрите, ребят, вот такой красивый зеркаш. Ну, блин, классный. Небольшой, но вот расцветка, смотрите, какая. Блин. Красота. Красота, можно сказать. О. Садок. Ну вот, ребят, всегда надо искать, когда ловишь. Здесь одной точки не бывает. Ближе, дальше. И насадки, эксперимент с насадками дают всегда результаты. Вот на фидер. Именно вот в такое время года, в холодное. Я где-то насаживаю 5-6 мотыликов. И когда я насаживал опарыша, то у меня шли мелкие. Как начал я отходить от опарыша, начал кукурузку применять, укрупнился. Ну, соответственно, буду продолжать кукурузку одевать. А то увидели, прям с ладошку начал клевать. Ух ты! Вторая. Ну вот, волнами, как я и говорил, и тут тоже туда же. О, вытащил. Все, вытащил. Слушайте, они прям это кульбиты дают. Прям выпрыгивают туда, как щука. Зеркашка такой же. Сразу два одинаковых подошло. Одинаковый, как двое из ларца. Вот такой еще один. Как двое из ларца. Клюют. Правда, что-то у него с плавником сверху. Я бы не сказал, что сейчас карп активно должен питаться. Видели? Покидал прикормку. 10 минут подошел. Все равно реагирует карп на прикормку. Так, а это червяк. Ну, тогда сейчас вместе все насажу. Закину одновременно. Так, есть. В прикормку я кормового мотыля подсыпаю. Чуть-чуть. И чуть опарыш там плавает. Оп. Дистанция где-то 7-8 метров. Здесь бровка идет так сразу. Если 10 минут не клюет, то перенасаживаюсь, перезакидываюсь. В общем, проверяю, все ли нормально. Потому что 20-30 минут должна быть поклевка. Хотел подальше закинуть, но что-то инстинкт сохранения дистанции сработал. Все, будем ждать опять 2 поклевки. Так, давай. Смотрите, как бодро клюет, ребят. Просто песня. Да, сейчас, возможно, карп и клюет где-нибудь в Крыму или в Ставрополе. Там в Краснодаре, может быть. Но не здесь, не у нас. Поэтому уж извините, фидер. И то, что есть, то и ловим.
Ну, по сценарию должен быть сейчас второй тоже поехать. Фидер. Да, небольшие. Но я же не на еду. Я отдыхаю на рыбалке. О, снял. Небольшой, но столько эмоций. Сосед тянет. Все скрипит у него. Но тоже ловит. Самое главное — положительные эмоции. Так, сейчас попробую ближе к тому стороне кинуть. Ух ты, прям хорошо кидает. Единственная, кормушка легкая. 15 грамм. Конечно, жесть. Дугу выматывать. Ветер пошел сейчас. Боковой, сильный. Все. Будем ждать из-под того берега. Есть. Ну, сиди. Хочешь лови, хочешь не лови. Че ты приехал? Лови давай. Здесь жалуются, не ловят. Че жалуются? Хочет, пускай ловит. Не хочет, пускай не ловит. Стандарт какой-то пошел, грамм 500, не больше. Хотелось покрупниться. Крупница. А вот такой кожаный. Где-то уже поранился. А с той стороны удочка закинул, молчит. Но я сейчас это перезакину. И если она не клюнет, сейчас сюда поближе поставлю. Но буду убирать с той стороны. Бесполезно. Информативности никакой. Дальняя дистанция не нужна. Да и здесь клюет, а что искать? У него же здесь прикольное кормовое пятно. А, ну насадка на месте. Просто залью кормушку, да перезакину. Все, ждем поклевочки. Опа, есть. Подошел. Карпик как-то наплывом и вот ходит. И вот сейчас он подошел. И очень радует поклевка. Прям тянет, тянет, тянет. Ребят, смотрите, как в дугу, блин. Че, уже там? Не надо туда. Да. Отстрелил хорошо. В общем, уже в корягах был. Зараза. Ну ничего. Не будет и этого, другой клюнет. О, с крючком все нормально. Ну там реально он... Лучше уж карпик ушел, чем я стоял бы и отрывал бы полдня еще с коряги. Там такая живописная коряжечка у меня с левой стороны. Карпик там трется. И также, когда вот именно поклевки идут, он туда старается уйти. Сегодня 24 число октября. Все друзья у меня только щуку ловят. Даже леща уже не ходят, уже в ямы сбился, говорят, все уже. Поэтому то, что клюет на некоторых прудах, пробиваешь, где что клюет, и едешь. И это радость, как говорится, доставляет. Именно то, что ты можешь половить, именно такими деликатными снастями. И я думаю, что через месяцок вообще лед будет. Есть, ребят. Клевал так, тук-тук, не поймешь. Так. Вон он идет. О, клюнула. Давай, подсак.
Есть. Ну, такой стандарт. Какой-то полкилограммовый идет. Ребят, вот такой малыш. Холодный, прям холодный. Нереально. Вот, ну, осень. Осень. Уже, наверное, скоро на зимнюю рыбалку собираюсь уже, наверное. Спасибо, хоть такой клюет. О, разматывает. Он около кустов вот стоит. Оп, опа. Вытащил из кустов. Вот бойки, а. Да, вытащил из кустов. Он прям в сушняк идет, да и все. Прямым ходом, зараза. Маленький, а борется хорошо, бойкий. Жить охота. Карпушка. Зеркальный. И маленькая бандюэлька. Полетели. Но недалеко, как говорится, лучше. Оп, все. Эх ты, вот это да. А я отвернулся. А он здесь ее в дугу. Вот это да. Смотрите, как гнет, а. Хорошенький. Уже около килограмма. Так. Взял. Вот это сюрпризы. Так, быстрее закинул, пока, может, там еще стоит карп. Оп. Так, а теперь с этим. Хорошенький, такие плавники, красный, чешуйчатый, толстый. Слушайте, он толстый. В нем кило есть, это минимум. Приятно, приятно. Он еще толстый в животе. Вот такой карпушка. Смотрите, красный весь. Приятный. Весь толстенький. Упитанный. Ну, где-то грамм 900 точно. Давай. Ух ты, вот это да. Первый карп, который ушел от коряка, в другую сторону клюет. Ух ты. Вода холоднющая. 24 октября, блин. Уже отопительный сезон давно идет. Ого. Опа. Давай. Сюда, давай. Давай, друг. Оп. Оп, все. Не знаю, я кайфанул от рыбалки. Потаскал рыбку. Эмоции приятные получил. Мотыль сейчас именно в паре с кукурузой выигрывает по поклевкам. Зеркашки, бойки. Все отлично. Для меня рыбалка удалась. Красивый, бойкий, толстый, упитанный. Ну что, ребят, у любой рыбалки есть итог, и я его сейчас вам скажу. Так. Вот это мой итог.
Ну, я не знаю, сколько здесь. На скидку. Ну, килограмм 10 точно. Вот. Сейчас отпущу, естественно. Мне эта мелочь не нужна. Ну, а вам что пожелаю? Ребят, ездите на рыбалку. Наслаждайтесь любой рыбалкой, которая она есть. Фидер, карповая рыбалка, зимняя, жерлица. Любая рыбалка – это отдых. +1 в карму и классное настроение. Всем не хвоста, ни шеи. До новых встреч на водоемах. Ух ты! Хорошо половил. А так незаметно было. Так сидишь, дергаешь, что-то дергаешь. Когда итог вот так вытащишь, смотришь, а там ее дофига уже. Ну все, я домой.